Пари симо шимо, что означает «на моем пути Париж». Ну, наконец-то! На самом деле мы находимся в пригороде Ханчжоу, район Тхен-Точхан. Мечтать не вредно. Как вы поняли, мы все еще в Китае. В пригороде Ханчжоу есть китайский Париж. Узнав о том, что он находится недалеко от нас, мы решили узнать, что же это такое. Это все было построено в 2007 году и задумано строителями так, чтобы это привлекало внимание, это было как Европа, и поэтому сюда бы поехали богатые китайцы. Но на самом деле все пошло не так, как обычно. Жилье получилось очень дорогим, около $6000 за квадратный метр, вы вдумайтесь. Деньги большие даже для китайцев, и поэтому никто не захотел сюда ехать. Людей было здесь очень мало, и в итоге город практически стал призраком, точнее пригород. Но я так понимаю, что вмешалось государство, и сюда начали заселять всяких льготников, военных, малоимущих, и постепенно начало население все-таки расти. Уже больше 30 тысяч в этом районе, но, видимо, не за счет вот этих вот евро-домов, а за счет обычных панелек, обычных многоэтажек. Если начинать свой путь с северной стороны этого района, то создается впечатление, на первый взгляд, что ты действительно в европейском месте. Друзья, чтобы вы понимали, насколько реально здесь все похоже, я вам представляю фотографии. Если по фотографиям реально обычному бытовому зрителю трудно различить, где Париж, а где не Париж, но видео, конечно, показывает все огрехи вот этой копирки китайской. Я часто говорю, что фраза «китайское качество» теряет свою актуальность с каждым годом. Китайцы умеют делать высочайшее качество, все зависит от цены, но в данном случае я не могу сам не сказать эту фразу при виде этого района. Поэтому по факту. Фонтаны. Во-первых, они уже, судя по всему, очень давно не работают. Или работают, но очень редко, скажем, раз в год на День Китая. Дальше мусор. Мусора здесь очень много. В Китае, в принципе, много мусора, но обычно во всех городах справляются с этим уборщики, которых очень много. И поэтому, в принципе, всегда города чистые. Но здесь как будто бы уборщиков либо нет, либо их очень мало, и они редко приходят сюда. Ну и в общем и целом халтура видна, конечно, на каждом шагу. Все потекшее, плиточка где-то побитая. Уже, я думаю, мало зачем здесь ухаживают. Может быть, к этому еще вернуться, когда появятся деньги или как тут работает это все. Но пока что за этим не особо смотрят. Даже если сравнивать с обычными рядовыми дешевыми гарденами. Добавляем сюда и то, что этот район никак не придет к своему логическому финалу в плане строительства. Этот район здесь стоит уже лет 13, но при этом строители как были, так и есть. Вот их домики, целый городок, прям под башней. Вон они катаются здесь даже по дорожкам для пешеходов. То есть теоретически это еще стройка. Не знаю, почему она растянулась на 10 лет. В Китае ничего так долго не растягивается. Прогуливаешься ты такой с девушкой, и вроде все хорошо, и вроде вы практически в Париже, но ты идешь вот под этой стенкой с кучей объявлений, а за стенкой строители моются в душе, и это прям слышно.
Однако сама копия Эйфелевой башни выглядит довольно круто, как днем, так и ночью особенно. Я не устану говорить в каждом видео, насколько китайцы любят световые представления. Друзья, я пока что не был никогда в Париже, поэтому мне сравнивать только с фотографиями или с фильмами, где я видел эту башню. Так вот, они реально очень похожи, даже вблизи, даже в деталях. Но вот эта башня 108 метров, что в 3 раза меньше, чем настоящий, чем оригинал. На различных сайтах есть описание этого района. Все они как один говорят о районе Призраки, что тут никто не живет практически и все приходит в упадок. Однако, погуляв здесь подольше, в 2022 году я бы так не сказал. Знаете, там за моей спиной даже Star Charge сделали, то есть эту зарядку солнечную, электрической энергии машины заряжают. То есть тут все-таки все расцветает, это все-таки не район Призрак никакой, наоборот, здесь все только набирает обороты. Извините, что я в очках, очень яркое солнце, сейчас начало марта, а это значит в наших краях очень жарко, уже градусов 32. И это тот случай, когда сначала думаешь, что все плохо, и зачем я сюда вообще приехал, а потом твое мнение начинает меняться. Обычно говорят, что шаг влево, шаг вправо от центра, и вот он настоящий город. Но прикол здесь в том, что в центре как раз вот в этом районе мне не нравится, там где эта башня стоит и французские уголки. Но буквально шаг влево делаешь, и здесь обычные китайские районы начинают, вот такие домики миленькие, и все ухожено, ни капли мусора, и все красиво. Как это объяснить? Погуляв вокруг, я начал себя ловить на мысли, что мне даже здесь немножко начинает нравиться. Ну а что, границы Китая условно до сих пор закрыты, а здесь, несмотря на все недочеты, есть своя китайская, европейская романтика. Знаете, а почему бы и нет? Ну, копия и копия. Но зато сюда можно приехать, кто недалеко живет в Ханчжоу или в Шанхае. Здесь можно по-быстрому сюда смотаться на субботу и почувствовать себя почти в Париже. А еще тут очень любезные люди, которые даже предложили нам зонтик. Се-се. Но никто не говорит по-французски. Просто мы снимали, подошла женщина, сказала, слишком жарко вам тут снимать, и начала держать зонтик над камерой и оператором Настей. Люблю людей иногда. Кстати, есть еще одно применение этому району, по крайней мере, ваша жена не скажет в будущем, что вы не возили ее в Париж. Теперь уже не отвертитесь. Ну, во-первых, я здесь была первая еще 8 лет назад. Это я тебя сюда привезла. Есть какая-то разница между Парижем 8 лет назад и сейчас? Да, здесь очень много магазинов открылось. 8 лет назад здесь было вот реально просто... Город-призрак. Да, просто здания стояли. Сейчас здесь одни магазины. Помимо башни и прилегающего квартала, оказалось, что здесь есть европейский парк, правда платный. Но, видимо, на то это и Европа, что за все приходится платить. Вход стоит 40 юаней с человека, что как бы немало. Европейские домики, речки, сады, статуи, аттракционы и... Кажется, я такие штуки видел в Саус-парке. Представляю вам это. Вот вам и Европа. Думали, наш канал только про Китай будет? Нет, мы планируем ездить по всему миру, в том числе вот в Европе. Чем не Европа? Да, собственно, всем. Но на самом деле я был недоволен только жарой и тем, что отдал 40 юаней за прогулку по парку. Но знаете, в остальном все ок. Кстати, любая поездка не может не иметь плюсов. Я в этом уверен, и это мой девиз. Вы должны знать, что этот канал не про Китай, этот канал про путешествия и интересных людей, которые будут у нас встречаться на канале не только в Китае, поэтому, если вы еще не подписались, то сделайте это, пожалуйста, просто ради поддержки моего канала, иначе зачем это все? Зачем это все? Путешествия спасут мир. Даже когда некуда ехать, вы можете ехать буквально в ближайшую область, в которой никогда в жизни не были. Вы обязательно там что-то найдете интересное. И я это говорю не просто так сейчас, непростое время, и я уверен, что именно добро и путешествия спасут этот мир.
Приехав в новые места, ты и мир свой внутренне расширяешь, и с людьми интересными знакомишься, и знания новые приобретаешь, и любишь этот мир больше и больше, даже если не чувствуешь этого сразу. Друзья, таких районов в Китае много. Если вам это понравилось, то вы обязательно сделайте какое-то действие под видео, любой комментарий, лайк, дизлайк, вообще по барабану. Главное, чтобы это было. И я тогда увижу, что более-менее заходит, и вообще эту рубрику можно продолжать, потому что таких мест в Китае много. Франция, Англия, Норвегия. Я знаю уже такие места, знаю, куда даже ехать. Единственный вопрос, нравится ли вам что-то похожее. Китайские копии европейских городов. В концовке пропал микрофон. Видимо, жара выбила его из строя, поэтому переозвучу финальные мысли. Я говорю, что место прикольное. В субботу приезжаешь сюда с книжечкой, например, Дюма, желательно в пасмурный день, находишь уютный уголок с красивым атмосферным видом, и вот оно погружение. Вначале я был недоволен, но теперь понимаю, что тут не так уж и плохо. Конечно, и с другой стороны сюда ехать не стоит, но если вы уже в Китае, в Ханчжоу или в радиусе 300 километров, то почему бы и не заехать сюда? Главное, не как я, не носиться с камерами под палящим солнцем без воды, а спокойно, в удовольствие прогуляться, тем более толп людей тут нет, как в других местах. Всем любви, мира и добра. А мой путь продолжается, посмотрим, что встретится дальше на нем.